Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск. Для тех, кто впервые на этом канале, меня зовут Анна, и здесь я рассказываю о жизни в разных странах и путешествиях. И сегодня я хочу вам показать один день из жизни Вены, который, возможно, не был бы таким особенным, если невероятная жара. К таким температурам в этом городе мало кто был готов, так что будет интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я пока пойду кофе сделаю. Я всегда мечтала пожить в мансардной квартире. Наверное, из-за ассоциаций с романтикой, уютом и комфортом. И когда мы выбирали жилье на ближайший месяц, решили, а почему бы не воплотить эту мечту в жизнь. Вот так мы арендовали эту квартиру. Красивую, светлую, из окон которой открывается вид на Шорбрун. Но есть в нем маленькая проблема. Как и во многих квартирах в Вене, здесь нет кондиционера. А когда жара, крыша и, соответственно, помещение очень быстро нагревается. Закрытые ставни не помогают. И находиться здесь после 9-10 часов практически невозможно. Температура доходит до 32 градусов, и это не предел. Любые попытки охладиться не помогают. Работать в такой атмосфере трудно. Хорошо, что недалеко отсюда есть интересное место, где находиться одно удовольствие. Немного расскажу про особенности этого дома. На лестничных площадках часто что-то оставляют. Я это связываю с тщательной сортировкой мусора. Чтобы птицы не приносили вести о финансовых поступлениях, ставят такие спицы. Везде стоят растения, это добавляет уют. Посмотрите на этот вид, очень напоминает Париж, правда? Дом, в котором мы живем, относительно невысокий, но наша квартира располагается на 4-м этаже, и ходить с крупногабаритными вещами очень неудобно, поэтому очень здорово, что есть лифт, но лифт необычный. Им можно пользоваться только если у тебя есть ключ. Как нам объяснили, это произошло потому, что за обслуживание лифта нужно платить, не все жильцы на это пошли, поэтому те, кто оплачивает его использование, имеют такой ключ. И даже если вам удалось каким-то образом вызвать лифт, все равно вы не сможете уехать без этого ключа, потому что кнопка в лифте тоже активируется только после того, как вы его вставили внутрь. Даже в самых старых фондах выделено место, в этом случае это внутренний дворик, в котором установлены мусорные баки для того, чтобы отходы можно было сортировать. Дополнительно про дом ничего сказать не могу, поэтому пойдемте дальше. В Вене не так давно открылся новый по формату магазин всемирной сети IKEA. Это было очень интересное решение, что-то изменить в своей супер успешной бизнес-модели, которая просуществовала не один десяток лет. До 2021 года IKEA в основном располагалась за пределами города. Нужно было ехать куда-то далеко, парковать свой автомобиль на огромной парковке, а потом с телегой кататься по складу в поисках необходимой коробки. Конечно, можно было оформить онлайн-доставку, но хотелось все как следует пощупать. Думаю, все, кто бывал в Икее, знают это золотое правило, когда зашел за одной вещью, но уже не заметил, как тащишь несколько желтых сумок к кассе, потому что ехать в ближайшее время за какой-то мелочью типа полотенец очень не хочется. В новой Икее изменилось несколько важных моментов. Самый главный – это месторасположение и формат. Новый магазин стал намного компактнее, избавился от склада самообслуживания и стал ближе к центру. Он ближе, чем дворец Шорбрун, который мы видели из нашей горячей квартиры. Особое внимание уделили экологичности. Весь фасад здания украшен зеленью. И вообще дизайну и архитектуре уделено особое внимание. Магазин ориентирован на покупателей, которые ходят пешком, приехали на велосипеде или общественном транспорте. Если ваши покупки небольшие, вы их сможете легко нести с собой. К тому же здание стоит прямо у станции метро. Но главное в текущей ситуации – здесь работают кондиционеры. Магазин и планировался как общественное пространство, место встреч жителей района и всех желающих. Так что если придешь с ноутбуком и засядешь здесь на целый день, никто против не будет. А бесплатный кофе по карточке IKEA только добавляет баллов этому месту. А вид из окна – это что-то невероятное. Все для того, чтобы фика прошла максимально приятно. Несмотря на то, что время проводить здесь одно удовольствие, давайте с вами все-таки посмотрим, как обстоят дела на улице.
Сейчас мы находимся на улице Mariahilfer-Straße, которую я не люблю, потому что она очень туристическая. Но на ней находится несколько классных локаций, которые я хочу вам порекомендовать. Хочу вам показать этот книжный магазин. Здесь продают всякие прикольные мелочи. Есть хороший отдел книг на английском с невероятно красивыми изданиями. Мне особенно понравились эти варианты. Есть небольшой уголок книг на русском языке. Очень круто представлены книги вселенной Гарри Поттера. Большой ассортимент книг издательства Taschen. А вот варианты для любителей кулинарии. Вот это, по моему мнению, самая классная книга Джимми Оливера. Всего 5 ингредиентов, а блюда получаются невероятно вкусными. Рекомендую. Очень хороший ход продавать продукты рядом с такими книгами. Ничего сложного, паста в интересной упаковке, песто, оливковое масло. Очень круто. На самом верхнем этаже книги для путешественников. Большой плюс этого магазина, помимо великолепного ассортимента книг, это то, что ты можешь взять понравившиеся тебе варианты, засесть здесь, почитать несколько страничек, и некоторые здесь сидят не один час, и действительно убедиться, что тебе эта книга понравилась, что ты ее готов покупать. И небольшой секрет, здесь есть бесплатный и очень хороший Wi-Fi. Так что, если будете в Вене, рекомендую зайти. Hello. One, please. Thank you. Мне кажется, такая акция не требует какой-то особенной работы, потому что все хотят взять мороженое. Это уже, кстати, вторая точка и наше второе мороженое. Очень круто, что такие акции проводят. Сейчас вся улица наполнена людьми счастливыми, и в руках у них мороженое. В жару есть традиционную австрийскую еду как-то не хочется. На мой взгляд, такие блюда, как шницель, тафельшпиц, идеальны в прохладную погоду. Но очень здорово, что в Вене много точек, которые соответствуют новому тренду на здоровое питание. Мы сейчас отправляемся на ланч в одну из них. Это популярная сеть в Вене, где можно съесть практически одни и те же ингредиенты в 4 видах. Буррито, бол, салат, такос. Я выбрала вариант бол, который съела в минималистичном интерьере на 2 этаже. Было вкусно. Гуляя по городу, не складывается ощущение, что люди страдают от природных катаклизм. Все максимально стараются получать удовольствие от жизни. Танцуют, проявляют всевозможную физическую активность. Кстати, если кто знает название этой игры, просьба написать в комментариях. Все это идет вразрез с тем, что показывают по государственным каналам некоторых стран. Единственное, что было рассказано корректно, что в Вене открылись так называемые cool zone, в одну из которых мы съездили, чтобы понять, как это организовано. Выглядит это пространство как немного необычная квартира на 1 этаже, где можно почитать, поиграть в настольные игры, провести встречи при комфортной температуре. Конечно, место немного напоминает клуб для пенсионеров, но если бы мы жили недалеко, нас бы это не останавливало, и мы бы пользовались данным пространством, потому что место клевое. Видно, что люди заботятся о всех, что те бабушки, дедушки, которые живут, возможно, даже в этих домах, у которых нет кондиционера, которые сейчас просто одуревают от жары, они могут прийти, поиграть в монополию, встретиться со своими друзьями, почитать книги. И классно, что о них заботятся. Это очень важно. В такую жару важно следить за водным балансом, и в Вене это делать легко. Я вам рекомендую скачать приложение администрации города, в котором указаны места с питьевой водой. Вода из таких колонок начинает свой путь из горных источников Штирии и Нижнеавстрийских Альп. И спустя 36 часов без использования насосов и под строжайшим контролем попадает в Вену в питьевом качестве. И чтобы летом все могли наслаждаться прохладной водой, в городе установлено более 1000 питьевых фонтанчиков. Не пугайтесь дымки. Это распылители, которые дают возможность легче приносить жару на улицах. Несмотря на то, что такая жара для Вены не норма, город спокойно с ней справляется. И есть огромное количество мест, где можно приятно провести время даже в такую погоду. Все зависит от того, в каком районе вы живете. Мы живем в районе дворца Шонбрунн, поэтому свой вечер мы будем проводить именно там. Не могла пройти мимо, вижу такое впервые.
Вместо мойщиков окон на светофоре девушка дает представление, таким образом развлекая людей в пробке, а те, в свою очередь, при желании дают ей небольшое вознаграждение. На мой взгляд, такой вариант намного лучше, потому что в основном окна моют грязной тряпкой, которая больше травмирует стекло, нежели делает его чище. А тут человек зарабатывает своими интересными навыками. Что вы думаете на этот счет, пишите в комментариях, интересно будет почитать. А мы тем временем подходим к дворцу Шонбрунн. Что меня до сих пор поражает, так это то, что огромная территория этого дворца в свободном доступе. Чтобы гулять по парку, не нужно платить деньги. И это невероятно красивая территория, по которой гулять сплошное удовольствие. Здесь можно посидеть на лавочках, в тени деревьев или ароматных роз. Или заниматься подготовкой к забегу. Кстати, люди бегают абсолютно разных возрастов, что не может не мотивировать. Но самое главное, здесь расположен бассейн. В начале 20 века здесь располагалась императорская школа плавания. А сегодня это один из самых красивейших летних бассейнов города. Настоящий оазис с лежаками, плавательными бассейнами, фитнес и wellness-зоной, а также с рестораном. Стоимость входа зависит от времени суток и от сезона. Сейчас самая горячая пора, поэтому цены впечатляют. Но и здесь можно неплохо сэкономить. Лучше всего прийти после 17 часов, тогда вам билет на одного взрослого обойдется в 11 евро. Я скажу, мне уже не терпится окунуться в прохладный бассейн, поэтому я побежала. Но готовьтесь к тому, что людей будет очень много. Вот и подошел к концу сегодняшний день. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вы справляетесь с жарой, а мы побежали домой, потому что, возможно, будет сегодня гроза. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.